вот перед тем, как дать слово для вопросов нашим присутствующей аудитории, я хотел вот очень интересный последний вопрос мы стали обсуждать. Вы знаете, мне кажется, что пока в выигрыше оказывается все равно старая гвардия, которая, может, не очень хорошо, она и в интернете ориентируется, не очень четко понимает, что такое социальные технологии, но она на кончиках пальцев ощущает, что такое власть и как эту власть реализовывать. То есть, несмотря на то, что вроде бы политика стоит перед фазой перехода в инновационную плоскость, пока управляют и пока задают тональность, я не имею в виду первых лиц, они могут быть уже более молодыми, более в Твиттере сидеть и хорошо разбираться в технологиях, но те, кто на уровне администрации президента, на уровне исполнения вот этих самых стратегий, это, конечно, только те люди, которые обладают громадным управленческим опытом и которые своими корнями уходят еще в советское прошлое. Новый слой таких успешных менеджеров, управленцев высокого уровня, он еще не сложился. Просто тогда у меня к вам встречный вопрос. Тогда эта старая гвардия, будучи столь разумной и столь умеющей управлять государством, должна задуматься над технологиями смены поколений элит, не катастрофическими технологиями. А она сталкивается с проблемой, которую не решили, по-моему, нигде. Ни в Казахстане, ни в России, ни в Азербайджане. Поколение 40-летних, то есть наше поколение, оно не выдерживает на 90% испытаний этой властью. Оно или вписывается уже в старые схемы. Откуда идет проблема коррупции? От того, что люди не выдерживают этого испытания. Вот те принципы, которые в Азербайджане закладывал Гейдар Алиев, в Казахстане закладывал Назарбаев, в России пытался заложить Путин, они по большому счету востребованы только той частью ближайшего окружения, которые ровесники, которые ментально близки к пониманию того, что от них требуют. А пример Казахстана показывает, когда ты ставишь министра мальчишку в 29-30 лет, у тебя обеспечено или коррупционное дело экологов, или, значит, у тебя будут деньги через офшорные зоны переводить с тендеров на непонятно какие счета. И то, что сейчас идет переназначение на должности председателя КНБ, там, другие людей в возрасте 60-65, это не откат к авторитаризму, это показатель крайне узкой скамейки запасных. Не из чего выбирать. И в Азербайджане, где, в общем-то, может быть, иные процессы идут, они будут более динамичны, но, в принципе, на мой взгляд, ситуация схожа. Пожалуйста, коллеги, вопросы? Вы упомянули о том, что постсоветские страны будут задумываться об интеграции, но это хотелось бы прояснить. Об интеграции в эту европейскую действительность по одному, либо интеграции внутри себя, то есть вот внутри того пространства, которое существовало. Понятен вопрос. Сейчас можно констатировать перелом определенный в интеграционных процессах, который происходил последние 1,5 года. Можно констатировать определенный кризис старых интеграционных проектов, таких как СНГ. Деятельность СНГ не переросла в нечто большее, чем было заявлено в начале. А ряд наиболее динамично развивающихся стран уже подошли к готовности к большей интеграции. Поэтому возникли и получили развитие вот такого рода новые инициативы, как Таможенный союз. И относительно новая инициатива – это развитие общего рынка СНГ, единого экономического пространства. К сожалению, уже накоплен огромный опыт разочарований в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, и огромное, вот наши исследования тоже показывают, и среди населения, и среди элит, огромное недоверие ко всякого рода новым инициативам. Но вот что касаемо Таможенного союза, здесь ведь заявлены принципы интеграции по модели, как развивался Евросоюз. Есть некий аналог Казахстан, Россия, аналог Союза угля и стали Франция, Германия. Возможно, из союза Казахстана и России вырастет некое сильное ядро, вокруг которого на принципах экономической выгоды будут собираться другие участники. Часто, особенно в ходе выборных кампаний, ну, в частности в Грузии, там наши любимые говорят о сфальсифицированных, заказных, проплаченных результатах социологических исследований. Можно ли по каким-то признакам определить, насколько достоверны результаты социсследований? Может быть, фокус-группы там какие-то определяются и так далее? Сейчас
социология приобрела на самом деле дополнительный смысл части легитимной системы выборов. Ведь живая социология может быть использована для как раз контроля голосования. Те же замеры на выходе из участков, если идет сильнейшее рассогласование потом с результатами, это уже повод задать вопрос о том, не сфабрикованы ли результаты выборов. То есть социология может хорошо послужить делу прозрачности выборов и легитимации результатов. Ну, это вы говорите уже о таких конкретных примерах. А вот, допустим, если завершающий вопрос по России. Предположим, ну, для всех понятная ситуация 2012 года, кто пойдет на выборы, кто не пойдет. А вот у вас есть предположение, допустим, наши вожди получают такие замеры по личной популярности, и насколько их результаты могут в принципе повлиять на их решение, идти или не идти, или в каком составе идти на предстоящие выборы? Вот вы, наверное, согласитесь, в наших странах интереснее процесс тот, который идет до выборов или накануне выборов. Да, конечно. Накануне выборов идут интереснейшие и малопрогнозируемые подвижки в элитах. И, по сути дела, переформатируется сам тип управления. Мы сейчас застали начало этого процесса в России. Социология, безусловно, будет влиять на конструкцию будущего. Ну, например, я думаю, что вот последние замеры и рост, так сказать, проевропейских симпатий очень большой электоральной группы российских граждан приведет к тому, что идеологически часть правящей элиты будет представлять себя как проевропейская партия. Не прозападная, потому что к Америке не таковы симпатии, но идет сильный рост проевропейских симпатий. Я к тому, что социология будет каким-то образом использоваться в идеологической работе. Я, во-первых, благодарю за очень содержательную беседу. Я хочу сказать, что каждая страна, каждый народ, имея эти традиции, в первую очередь должен сохранять эти традиции. Во-вторых, взять все лучшее, которое есть не только в Европе, но и в том же Востоке. И только тогда можно развиваться, только тогда может быть движение вперед. И здесь вот то, что вы говорили, это исходит из того, что все-таки, если брать Кавказ, это всегда было в основе традиции уважение к старшим, всегда был хозяин в семье в лице отца, это всегда был авторитетный человек в государстве. И если бы не будет этого авторитетного человека, и если не будет власти, одного мы можем назвать авторитарной властью, только если это дать самоток парламента, чтобы сам парламент только этим занимался, планом в своем течении, конечно же, мы ни к чему правильному не придем. Это приведет к хаосу, к анархии. Поэтому, естественно, сегодня вот происходят те процессы, которые происходят в Казахстане, те процессы, которые в Азербайджане. То есть здесь я считаю, что не только почему победила вот та система, которая сегодня есть, почему эта страна успешная. Я считаю, что да, с одной стороны это экономика. Если бы не было бы вот этого черного золота, которое намного дороже стоит, чем обычное золото, потому что покупатель его всегда есть, и с огромной покупательной способностью. Но второе главное, это повезло обоим республикам, что там была харизматическая личность, которому было на самом деле уважение. И если кто-то даже сомневался в способностях этой личности, он смог через практику, а как мы знаем, что практика есть один из немногих критериев, которые показывают истину, что этому человеку надо уважать, потому что этот человек способен управлять этой страной и способен создать стабильность в этой стране. Но вы совершенно правильно сказали, что вся способность этих людей и правильность этих людей будет в том,
что сохраняя вот ту систему, которая есть, правильными шагами, они будут брать вот то инновационное, что есть. Не просто как красивое слово, а именно вот те практические возможности, которые содержит вот это понятие, сама, вот что есть вообще, если говорить более шире, в европейской цивилизации. Спасибо.